Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я поделюсь своим опытом покупки парфюмерии и товаров за рубежом. Затем я сделаю обзор на те ароматы, которые ко мне приехали. А в конце видео подведу итоги конкурса, о котором я говорила в предыдущем ролике. Итак, поехали. Вообще ответ на вопрос, можно ли заказать парфюмерию за рубежом, звучит так: да, но. То есть это означает, что нужно вникнуть в те ограничения, которые сейчас существуют. Если очень кратко, то они звучат так. Из Штатов сейчас ничего нельзя заказать, но можно заказать из Европы. При этом стоимость одного флакона не должна превышать 300 евро. Ну, то есть 301 уже нельзя. Те европейские сайты, которые раньше доставляли, сейчас не принимают карты и не доставляют. Соответственно, возникает необходимость в том, чтобы найти адекватного и нормального посредника, который это все сделает. Сразу скажу, что ни с одной из компаний, которые я буду упоминать, у меня нет никаких рекламных интеграций. Это исключительно мой личный опыт. Первый, о ком я подумала, был SDEC, потому что я ими пользовалась, у них большая сеть, я зашла к ним на сайт, и первое, что я там увидела, ответ на вопрос, можно ли через вас доставить парфюм, ответ нет. Я очень удивилась, но впоследствии, уже позже, когда вопрос я решила, я узнала, что оказывается все-таки можно. У них есть этот сервис SDEC Forward, и они везут парфюмерию наземным транспортом. У них 2 склада в Германии и в Польше. Они мне посоветовали доставлять все на Польшу, это будет дешевле, но к тому времени я уже все заказала, и, наверное, ими я воспользуюсь в следующий раз. Следующий сервис, о котором я хочу сказать, называется Бандеролька. Я зашла на их сайт, посмотрела все внимательно, увидела, что у них есть телеграм-канал. В этом телеграм-канале они очень методично отвечают на одни и те же вопросы, которые люди задают, потому что действительно информации очень много. И я подумала, если они такие терпеливые ребята, надо воспользоваться. Если вы пользовались сервисами типа Mail Forward, вы знаете, что это. Если нет, я сейчас очень кратко скажу, что это такое. Вы регистрируетесь на подобном сайте, вам автоматически бесплатно присваивается несколько адресов. В данном случае на Бандерольке у меня был адрес немецкий, английский, турецкий, Штаты. Соответственно, можно зайти на какой-нибудь сайт, типа бельгийский или французский с духами, выбрать и при заказе указать адрес, который у меня есть теперь от Бандерольки, и там также есть номер телефона. По поводу оплаты. Понятно, что если у вас есть международная карта какого-то банка, например, из СНГ, то вы можете все выкупить. Если карты нет, то, соответственно, Бандеролька это все выкупает и берет за это комиссию, они посредники, это их хлеб. Значит, на сайте там все интуитивно понятно, что заказывала я, в какие сроки и во сколько мне это все обошлось. Я решила заказать все это в конце декабря, в 25-х числах. Я заказала на нескольких сайтах немецких. Я заказала одежду на Zalando, потому что там была большая распродажа, и обувь. Заказала одежду на Asos и зашла на немецкий сайт с парфюмерией. Я подпишу его, как он называется, и доставила на немецкий свой адрес. Почему немецкий? Потому что я предположила, что в Германии доставка, скорее всего, будет бесплатная. То есть можно было зайти на сайт французский, бельгийский, да какой угодно, но просто тогда это была бы дополнительная еще затрата по доставке. Приехало это все ко мне после католического Рождества, где-то в начале января совсем, и я покажу сейчас сроки. То есть все 3 посылки приехали ко мне в конце декабря, начале января, и только 16 января посылка ко мне отправилась. Бандеролька пишет, что у них длительные сроки сбора посылок, у них там разные причины в связи с этим. И 2 февраля я получила всю посылку у себя в почте на отделении. Теперь стоимость. У меня посылка весила 1,75, то есть это почти 2 килограмма. По самому дешевому тарифу из Германии до Санкт-Петербурга, отделение почты, я заплатила $39, из которых 10 вообще можно было не платить, потому что я взяла там страховку, дополнительную упаковку, это все не нужно. То есть, примерно $29-30 мне все это обошлось. Теперь общие выводы и мое впечатление. Я думаю, что имеет смысл вообще весь этот квест проходить только в том случае, если, например, если мы говорим про духи, вы знаете, что их точно здесь нет, нигде их не купить или не купить в том объеме, которым вы хотите. Или, например, вы точно знаете, что здесь они в несколько раз дороже, чем там, даже с учетом доставки. Или вы просто любите себе усложнять жизнь. Обязательно поделитесь в комментариях, пользовались ли вы похожими сервисами, мне будет очень интересно. А мы переходим к обзору на ароматы, которые ко мне приехали.
Первый аромат, который хочу показать, называется This is not another blue bottle 1.5 от бренда Histoire de Parfum. Сам аромат. Это аромат, который мне напоминает аромат в спа. Вот когда вы только туда заходите, там пахнет такой свежестью, немножко цветами, чуть-чуть благовониями. Здесь есть немножко минерального такого акцента, как будто минеральная вода. Вот когда вы только ее открываете, наливаете, вот есть такой акцент. Когда этот аромат усядется, я заметила, что на мне он раскрывается пудрово-цветочным таким вот подтоном. Очень близко он сидит к коже. Я бы сказала, что это отличный ежедневный аромат. В нем сейчас есть такая вот модная тема — синтетическая свежесть. Единственный, наверное, нюанс с этим ароматом — это то, что он очень нестойкий, на мой взгляд. То есть примерно уже через 3 часа я его на себе не ощущаю. Но аромат мне очень понравился. Следующий аромат называется Splendiris от бренда Parfums Ducita. Это аромат, который стартует очень ярко ирисом и фиалкой. И в этом есть такая очень сильная ретро-нота, такая немножко даже анималистичная, что ли. Но эта ретро-нота, она очень быстро проходит, буквально вот не проходит и 30 секунд. И здесь появляется ваниль, жасмин. И когда я его носила один день, я почувствовала розу. То есть она так появляется, то исчезает. Вначале вот такая вот бабуля, да, видимо, за счет фиалки, а потом появляется Ким Бейсинджер такая вот в этой своей красивой сорочке, в красивой такой рубашке. Если у вас есть возможность познакомиться с этим ароматом, пусть бабуля вас не спугнет. Аромат действительно очень красивый. Здесь все-таки главную роль играет ирис, но он меняется вот в течение носки, в течение дня. Очень оригинальный аромат. Следующий аромат называется Poudre Désir от бренда Elixir, если я правильно произношу их название. Этот аромат мне понравился больше всего. Это супер элегантный, очень утонченный, изумительный, бело такой цветочно-пудровый аромат, в котором есть ирис, немножко цитруса и чуть-чуть горчинки бергамота, даже, может быть, немножко лайма. Но это не свежий аромат, как вот там цитрусовый, да, такой прям яркий, нет. На мой взгляд, это прямо идеальное сочетание и в пир, и в мир, и на мероприятия, и на каждый день. Он очень женственный, он очень нежный, но при этом он современный, да, то есть вот если с предыдущим ароматом, с Дуситой, все-таки чуть-чуть немножко ретро в начале, нет, вот здесь очень красивый аромат. Я в полнейшем вообще восторге, очень хочется его офлаконить как можно быстрее, вот как раз, может быть, его попробую целый флакон и купить. Следующий аромат называется Seventeen Nandan Road от бренда Урих Ланг Нью-Йорк. Я такой бренд не знала, только недавно с ним познакомилась. Это такое ощущение, что вы находитесь в каком-то райском, экзотическом саду, где огромное количество разной зелени, экзотических цветов. Они все между собой переплетаются и играют. И здесь есть свежесть и одновременно османтус. Я люблю османтус. Здесь не такой османтус, как в видео, в котором я показывала про Love Osmanthus от бренда Atelier. Там он прям яркий, сахарный, такой позитивный. Здесь нет. Это красивый цветочный аромат, свежий и звучащий довольно оригинально. Очень красиво. Мне захотелось еще попробовать ароматы от этого бренда. Я для себя его открыла. В общем, буду дальше знакомиться. Если вы любите вот такие вот жаркие цветочные ароматы, хорошо относитесь к османтусу, а османтус хорошо относится к вам, то вот. Следующий аромат, который хочу показать, называется Iris Shot от бренда Olfactive Studio. Этот, конечно, аромат очень своеобразный. Я подобные ароматы вообще не ношу. Он мне напомнил Dior Homme, вот самый классический, который есть, не Intense, не Sport, а именно Dior Homme. Но здесь, помимо ириса, очень яркая нота древесины и кардамона. Вот эти специи, это такой специевый брат Dior Homme такой. А вот и я. Очень красиво, но все-таки, мне кажется, это больше для мужчины подойдет. Вот такой вот у меня получился обзор. Ну а теперь мне бы хотелось подвести итоги конкурса, о котором я говорила в предыдущем ролике. Я попросила вас написать самый оригинальный комплимент или антикомплимент, который вы получали на ваш парфюм. Я прочитала все ваши комментарии, они очень трогательные, очень остроумные, некоторые очень меткие, но больше всего мне понравился комментарий автора под ником
Vanilla Life. Я вас поздравляю, вы получаете флакон Chocolate Queen от бренда Navitas. Я напишу вам под комментарием, мы с вами договоримся об отправке. А всем остальным я говорю спасибо. Продолжайте участвовать в моих невероятных конкурсах. Я пойду снимать вам ролик про ароматы клонов, потому что вот они уже стоят у меня, эти флаконы, просто смотрят на меня глазами Жади и Лукаса, говорят, ну давай уже сними про нас скорее обзор. И хочу сказать, что на моем канале я делаю ролики про парфюмерию и иногда показываю свои поездки. Хочу сделать небольшой анонс. Скоро я выпущу ролик из очередной своей поездки. Надеюсь, вам он будет интересен. Поэтому большое спасибо за просмотр. Ну и как обычно, желаю вам всего самого хорошего.